обычную кипящую воду опускаем апельсиновые дольки. Вода повторно закипела. Теперь засекаем 2 минуты. Переносим эти дольки в холодную воду. Апельсины побывали в холодной ванне, и теперь достаем их. Для приготовления сиропа нам понадобится обычная вода и сахар в равных пропорциях. Здесь у меня литр воды и килограмм сахара. И деревянной ложкой вот так вот перемешаем, чтобы сахар полностью растворился в воде. Ставим эту кастрюлю на плиту, накрываем крышкой и дожидаемся, пока этот сироп закипит. Сироп закипел, теперь опускаем апельсиновые дольки сюда. Накрываем крышкой и ждем, пока сироп повторно закипит. На медленно-среднем огне продолжаем готовить наши апельсины. Время от времени, раз в 15 минут, перемешиваем. И может быть нам понадобится час, полтора, 2 часа, в зависимости от того, насколько медленный огонь. Прошло около 2 часов, и посмотрите, как теперь апельсинчики выглядят. Они стали как полупрозрачные. Теперь аккуратно достаем их, дадим сиропу немного стечь. Теперь аккуратно переносим апельсиновые дольки на решетку. Оставляем подсыхать 24 часа. Посмотрите на это чудо, посмотрите на эти апельсиновые дольки, как они аппетитно, как они заманчиво выглядят. Можно кушать прямо так, а можно использовать и для выпечки. Кстати, у меня есть прекрасный рецепт апельсинового пирога, и обязательно в одном из следующих видео я с радостью поделюсь этим рецептом с вами. Этот апельсиновый сироп вы можете добавлять себе в кофе, как делает Франко, и с удовольствием пьет его. Или же можно приготовить чудесный алкогольный напиток, который все дамы с удовольствием попробуют. Скоро Новый год, приготовьте этот алкогольный апельсиновый напиток и поставьте на новогодний стол. В одном из следующих видео Франко вам покажет, как это делается. Приготовьте обязательно, порадуйте себя и своих детишек, конечно же. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.